Привет, мои дорогие девочки. Гадание у нас такое будет, что ему нравится в тебе. Гадать мы будем на Таро Мила Монара. И посмотрим, девочки, на этих красивых чувственных картах. Причем это мои старинные карты, которым уже очень много-много-много лет. И давайте посмотрим, что ему нравится в тебе. У нас 4 варианта. Первый, второй, третий и четвертый. Выбирайте свой. Мы сейчас посмотрим, что ему нравится в тебе. Загадывайте своего мужчину. Можете даже нескольких загадать. И даже если вы находитесь в активном поиске, желательно на рубашке загадывать разные имена, даже вымышленных каких-то мужчин или тех, которые вам особо не интересны. Дело в том, что вы так вот привлекаете в свою жизнь новых королей. Ну что, давайте смотреть. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Смотрим, девочки. Первый вариант, что ему нравится в тебе. Он к тебе испытывает, скажем так, страсть, да. Ему нравится интим, ему нравится, как ты интимно выглядишь, нравятся какие-то сексуальные предпочтения, которые где-то у вас совпадают даже во многом, да. То есть между вами есть вот какая-то такая химия. И ему, девочки, еще нравится все-таки эта тройка огня выпала. Это говорит о том, что ему нравится, когда вы к нему пристаете, когда вы проявляете к нему, вот знаете, такой вот интерес, флиртуете с ним, да, это ему как коту сметана. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Колесница, паж, 13-й старший аркан выпал, 20-й старший аркан. Если вы здесь загадали вдруг такого мужчину одного из, то я вам скажу, что это не самый основной мужчина в вашей жизни. Дело в том, что тут хоть выпала и колесница, но выпала с пажом. И все-таки при этой тройке, это, девочки, говорит о том, что мужчина, он хочет быть ведомым, не хочет ни за что отвечать в отношениях. Но он хочет, чтобы вы как бы руководили, а он так, знаете, будет как цветочек смеяться и кружиться. Вот он что хочет. Но так как выпали еще эти два старших аркана, 13 и 20, да, суд и смерть выпала. Возможно, это вот будут ваши отношения прекращены, потому что для вас это будет, знаете, не рыба, не мясо, да, или там как палка в проруби, которая болтается туда-сюда и непонятно что, да. То есть, если это ваш не основной мужчина, то, скорее всего, это, девочки, обозначает, что, скорее всего, это просто не ваш, либо он где-то вот, ну, какой-то взаимный такой интерес есть, интимный, скажем так, да, гормональная любовь, гормональная страсть. Ну и, наверное, может быть, на этом все и закончится, вот если так вот порассуждать по картам. Но если вы здесь загадали своего основного мужчину, то я вам скажу, что здесь надо задуматься над отношениями, как их проработать, да, поработать над ними, а тут есть над чем. У него может быть вот, да, вас еще связывает что-то такое вот интимное, скажем так, да, но он не вывозит с вами какое-то вот такое постоянное общение, не вывозит именно такое, знаете, все время вместе находиться, где-то гулять, что-то делать и все остальное. Возможно, знаете, как вы с него, как говорится, выпили уже все соки, и он как сморщенное вот это вот яблоко лежит. Все-таки потому, что вот этот паш выпал. И он бы дальше лежал, понимаете? То есть он как-то вот пошел на спад, его энергия пошла на спад. Возможно, у вас могут быть ссоры такие, или ваше раздражение, что он там не предпринимает какие-то действия к вам, да, не делает то, что вы хотите, нет какого-то такого воодушевления и все остальное. То есть тут, я бы так посоветовала: либо примерно оставить его на какое-то время в покое, чтобы он, знаете, больше, если он интроверт, чтобы он сам с собой, как говорится, время больше провел, соскучился, и тогда вот, знаете, выплески такие вот будет делать. Потому что на постоянке вот этот мужчина, он не может производить вот прям постоянно энергию. Я бы даже сказала, это какой-то вот, знаете, топливный двигатель. То есть у него канистра кончилась, и он, соответственно, уже и не работает, да. То есть надо ему восполнять какую-то его жизненную силу.
Если вы, конечно, хотите с ним жить, быть, да. Но по факту вот эти карты 7, 13, 20, это еще может обозначать развод. То есть если вы замужем за этим человеком, да, дело в том, что у него как-то вообще опущены руки, и это не он вас кинет, да, а вы его кинете, вот бросите как кого-то ненужного вам. То есть так вот девочки здесь выпадают. Давайте еще посмотрим, а что ему нравится в тебе? Ему нравится то, что ты сильная, то, что ты много понимаешь, что ему нужно. В- Ты очень сильная выпала. 18, 19 старшие арканы, 10 это все твои арканы выпали. Он, девочки, знаете, ему нравится, что он нравится тебе. Вот что ему нравится. Нравится, что ты сильная, что ты, знаешь, с тобой типа спокойно и хорошо ты можешь решить любую проблему какую-то. Все его даже, может быть, проблемы можешь решить. Давайте еще немножко посмотрим, соберем карты и посмотрим еще, что ему нравится в тебе. А внешне, например, давайте посмотрим, что ему в тебе нравится. Ну да, туз огня выпала. Это, девочки, какая-то у него гормональная страсть. Гормональная, вот именно интимная, знаете, влечение к вам очень большое идет. Но выпал паж земли. Паж земли это все-таки, девочки, как и тогда паж выпал, да. То есть он влекомый, ведомый. Но его выпадают такие отношения, что он вам может еще нервы потрепать, потому что вы от него будете ждать больше, чем он может вам дать, девочки, да. Он вроде бы вот как сдалека такой, знаете, хороший персонаж, да, интересный, такой увлекательный, и вы хотите очень быстрого или такого, знаете, сильного отдачи, страсти какой-то, да, глубины вы хотите, но он на самом деле вот эту самую прям глубину вам дать не может. Вот на данный момент то точно. Вот такие вот выпадают карты, да, интимно, да, девочки, но вот что-то такое вот большее, вот, но это сменяющиеся карты, да, там выпала еще колесница вам, это я вам скажу, что, скорее всего, он может изменить свое отношение к вам. Ну, где-то вот, скажем так, за месяц, да, вот этот ближайший месяц от того момента, когда вы погадали, скорее всего, это отношение вот изменится к вам. Либо вы полностью с ним разойдетесь, если вам будет он совершенно неинтересен, потому что вы устанете от него что-то ждать, да. Либо он, девочки, реально хорошо поменяется в вашу сторону и вот восполнит вот эту свою жизненную энергетику и начнет что-то делать. Второй вариант, давайте посмотрим, что ему нравится в тебе. А ты ему нравишься и внешне, и внутренне, и нравится, как ты себя ведешь. Королева воздуха выпала. Ему нравится то, что ты нравишься еще и другим мужчинам. Что ты такая, знаешь, завидная невеста, скажем так. Ему это очень нравится. Еще какой-то твой капризный, взбалмошный характер ему тоже нравится. Его привлекает то, что ты ему так вот прям сразу не даешься, что у тебя вот есть свой характер, есть свои капризы, и ну, что-то такая, знаешь, не похожая на других, скажем так. Вот это ему все нравится, загадка ему нравится в тебе. Давай еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Влюбленная девочки, это даже вы ему не просто нравитесь, он очень сильно влеком вами. Десятка червовая выпала, кубковая, да, это вот влюбленность, любовная любовь. Вот здесь. И шестой старший аркан, влюбленная. Ему, девочки, очень вы нравитесь, очень сильно. Нравится в вас загадка, нравится ваш характер, да. Это еще может говорить, вот так как вы королевой воздуха сейчас выпали, это может еще говорить о том, что ему нравится ам, ваш голос или как вы себя вот где-то проявляете, ваши какие-то телодвижения не похожи на других, мимика не похожа на других тоже нравится. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Колесница. Он, девочки, знаете, что еще делает? Он делает кое-что на вашей фотографии. Это я вам практически со стопроцентной уверенностью могу сказать. Девятка огня– это, девочки, когда мужчина занимается самоудовлетворением каким-то. А четверка кубковая– это смотря на вас или, например, осязая вас.
там или еще что-то. То есть он как-то вот самоудовлетворением каким-то занимается. Но в чем, почему еще? Седьмой старший аркан, колесница выпала. Почему это у него происходит? Потому что он в вас вот видит какой-то свой идеал. Возможно, недосягаемый, возможно, досягаемый. Получится у вас отношения, не получится, если вы только там где-то начинаете. Это не важно, да. Вы можете дальше проявляться по отношению к нему именно ну, так как захотите, да, и, возможно, ему дальше что-то не так будет нравиться, как на данном этапе. Но сейчас, девочки, вот эта вот загадочность. Возможно, знаете, вот если поддерживать все время вот эту загадочность в себе, да, тайну какую-то характерную свою, и удивлять его, то эти отношения, как говорится, очень далеко могут зайти. То есть это он будет думать, я не хочу упускать такую девушку, я хочу, чтобы она все время была со мной, потому что тут очень близко к идеалу. Понимаете? Очень близко. Давайте еще глянем немножко здесь. Что ему нравится в тебе? Что этому мужчине нравится в тебе? Сила, король земли, что ты очень сексапильная. Нравится, что, вот еще раз повторюсь, что ты нравишься другим. И он еще испытывает какое-то такое удовольствие от ревности. Есть девочки-мужчины, которых ревность морально как-то давит. Они думают, что они, знаете, не самое лучшее в этой жизни. А есть мужчины, которых ревность заводит. Так вот, девочки, этого мужчину заводит то, что вас хотят другие мужчины. Понимаете? А он выпадает здесь, смотрите, королем земли. То есть у него самооценка повышается за счет того, что другие мужчины вас хотят, понимаете? И то, что вы на него гадаете, вот если бы он знал, что вы сейчас на него гадаете, он, девочки, тоже бы расцвел, как роза майская, понимаете? Вот такой вот вариант. Ну, давайте еще глянем. Что ему нравится в тебе? Тут у вас такой красивый вариант. Что ему нравится в тебе? Ревновать ему нравится. Но, девочки, тут вот пошли такие вот карты. Шестерка, 20 старший аркан и 13. Возможно, на какое-то время он будет выпадать с вашей жизни. То есть вы к этому тоже можете быть готовы. Либо это какое-то долгосрочная какая-то командировка, возможно, это какое-то расстояние между вами здесь тоже играет роль, да. То есть расстояние, которое он сейчас на данный момент не в силах преодолеть. Не складывается у него такое, чтобы, знаете, он быстро к вам приехал и все остальное. Или если он где-то рядом с вами, это говорит о том, что он на какой-то момент может выпасть с вашей жизни. Еще такое, еще тут скажу, девочки, косвенно, да, если вдруг вы загадывали здесь какого-то мужчину, который в отношениях каких-то, да, то вот эти вот карты, суд и 13 старший аркан, может говорить о том, что он выходит с каких-то отношений, рубит все концы для того, чтобы быть свободным. И не то, чтобы входить в отношения, да, а для того, чтобы освободиться от чего-то, от какого-то бремени. И если это он может быть разведеныш, да, то есть он может быть разведен уже, либо он в процессе развода, да, либо его это вот ждет. Вот и все. Либо это какое-то, знаете, расстояние, которое вам надо будет, скажем так, с ним пережить. Вот и по этой шестерке воздуха еще видно. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Он будет возвращаться. Этот мужчина не так-то прост, мои дорогие, как кажется, скажем так, да. Вы, конечно, его и маните, и влюбленность тут, и любовь какая-то к вам по отношению к вам есть, да. Но есть еще один такой момент. Он у вас такой вот характерный, капризный, да. То есть он привередливый. Вот самое тут основное слово. Он такой привереда. И привереда он во всем, как и в поведении, во времени суток, в еде там и все остальное. То есть он может где-то дергать ножкой от удовольствия, неудовольствия какого-то.
Он будет постоянно вас, как говорится, вот его желание держать вас на каком-то крючке. Но это крючок такой привередливый, понимаете? Либо он, пока вас не привяжет, он может как любовный медок быть, да, но как только он вас привяжет к себе, он, девочки, может показывать свой характер, скажем так, понимаете? Но это все решаемо на самом деле. Здесь с этим мужчиной, в принципе, можно быть интересный, очень много всего видит, какие-то у него картинки перед глазами очень быстро меняются, да, или он насмотренный такой мужчина. То есть либо он путешественник, либо вокруг него что-то красивое, либо он такой очень сильно любознательный, что у него там много каких-то интересных дел, там хобби и все остальное. В общем, если резюмировать, что ему нравится в тебе, то это, девочки, полностью вы, какая вы есть, вот вы ему очень сильно нравитесь. Но именно еще с таким моментом. Загадочка. У него триггер — это загадки. Если он отгадает все ваши загадки, то он может потерять интерес, да, и вы можете отойти не то что на второй план, да, но ну, как-то так. Могут где-то в развитии эти отношения немного остановиться. Поэтому, если вы можете его как-то интересно удивлять, щекотать ему нервы, нравиться другим мужчинам, да, я так думаю, что все-таки тут еще вопрос такой во внешности. То есть, скорее всего, ему нравится ваш еще уход за собой, да, ваши макияжи, прически, имиджи, как вы можете меняться. И вот это, видя свой уход за вами, ой, свой уход за собой, вот ему это тоже нравится. Ему нравится вот эта женщина в вас, женственность. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Ну что, мои котики, давайте посмотрим третий вариант. Что ему нравится в тебе? Паш огня. Он, девочки, озабоченный мужчина. Да, он озабоченный. Если тут вот в первом варианте тройка огня выпала, это обозначало тоже, знаете, такой вот интимный интерес, то у вас, девочки, он совершенно озабоченный, скажем так. Ну, наверное, весна на него так действует. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Супер озабоченный. Нет у него особо, девочки, денег, да, на то, чтобы, например, сыпать все к ногам своей королевы. Ему бы там самому, как говорится, знаете, остаться при чем-то. То есть у него сейчас в ближайшее время какая-то либо потеря в деньгах, либо какая-то вахта, грубо говоря, да, командировка какая-то, что-то такое вот выпадает. Но у него очень дикое желание с вами вместе вот прям спать, заниматься волшебством, спать, заниматься волшебством, попить чая, и опять заниматься волшебством. То есть он такой вот какой-то, у него какое-то дикое желание нон-стоп этим заниматься. Но вот эта вот пятерка земли, она его охлаждает, потому что у него нету земных, как говорится, материальных каких-то ресурсов на это вот все. Или места нету, например, чем, когда, ну, где этим заниматься, да, что-то такое. Как будто у него как кровати нету своей, да, то есть он как с одной кровати на другую. Ну, не то, что я про женщин говорю, нет, это то как бы тут чуть ли не как переночевать негде, либо он на птичьих правах где-то живет, или просто путешествует много, да, либо он строит какой-то новый дом, и там, то там, то там, то тут, то сям. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Вот интересно, да, туз, туз, туз выпал, девочки. И четверка воздуха. Если ему, как говорится, не давать, у него стынет в жилах кровь, девочки, да, то есть он угасает, то есть у него очень серьезное интимное желание к вам. И это даже больше, чем какой-то вот флирт, да. М, э, туз воды тут выпал вместе с тузом воздуха и с тузом. Он какой-то у вас вот прям, знаете, как молодой да горячий. Вот реально, молодой и горячий. Представьте, как эти молодые и горячие думают. Чем они думают? Ничем. И у них все должно быть так вот. Типа, дала, не дала. Если не дает, то о каком ухаживании можно говорить? Я очень хочу. Какой-то, знаете, норовистый жеребец выпадает здесь. Норовистый жеребец. Давайте еще глянем.
Что ему нравится в тебе? Что ему, этому мужчине, в тебе нравится? Интим, девочки. Он очень хочет. У него прям какая-то маниакальная, какой-то маниакальный сексуальный интерес в вашу сторону. Прям, я хотела сказать, маниакальная связь, да, но надо ли вам это, скажем так, да? И он нетерпеливый. Вот этот мужчина, он нетерпеливый, и он может рубить сгоряча. Такой вот жеребец, который, знаете, все моя или не моя, и дальше, как говорится, как лось по кукурузе или дров наломает. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в вас. Но на самом деле тут, как говорится, все зависит от воспитания. Смотрите, он может развиться у вас в рыцаря кубков, тут паж кубков с магом идет, да, то есть это ученик. То есть если вы научите его терпение и труд все перетрут, да, за любовь надо биться, любовь надо ждать, чем дороже вы ему, скажем так, будете стоить, и он будет понимать, за что он сражается, его как-то учить надо, понимаете? Его надо объезжать, как жеребца, мои дорогие. Потому что у него, конечно, интерес просто интимный, жеребьевый, да, и вот этого жеребца, чтобы он стал таким, знаете, рабочим конем, ну, в каком, в хорошем плане, то есть, чтобы он слушался, выполнял команды, чтобы возил вас везде, да, ну, короче, чтобы он нормальным был мужчиной, у которого стабильные, нормальные, долгие чувства по отношению к женщине, то его этому нужно учить, девочки. И смотрите, тут еще можно все-таки даже вот так как карта мага выпала с двумя вот этими кубковыми картами, что бы я, например, здесь сделала? Я бы все-таки вот брала скрутки по две свечи, ваша и его, красные или желтые, к примеру, да, и делаете скрутку, говорите, это я, это он, пусть наша любовь будет сильной, там свои пожелания какие-то, да, то есть когда вы крутите, чтобы вы как заговаривали. Тут не надо вам какие-то такие определенные слова с каких-то определенных ритуалов. Тут надо вот именно то, что с вас идет, и вы через свечу, да, как через антенну будете передавать ему, чтобы вот эта связь была. Понимаете? И он тогда вот приспокоится немного. Если это мужчина, девочки, который находится в отношениях, а вы его здесь загадали, да, потому что немного смущает вот эта вот карта, пятерка огня, да, то есть не бабник ли это? Если это бабник, то он где-то может еще кое-чем где-то заниматься, да пыл свой эм, как говорится, тушить себя, понимаете? А если он тушит себя, то, в принципе, у него такого другого интереса пока не возникает. То есть его надо все время будить, а потом объезжать, будить, объезжать, будить, объезжать. Вот такой вот мужчина. Ну, давайте еще глянем, что ему нравится в тебе. Что этому мужчине в тебе нравится? Блин, девочки, все время одни и те же, в принципе, карты выпадают, да? У него очень слюни капают. У него слюни капают по тебе очень конкретно и серьезно. Но тут опять карта выпала такая огненная, которая говорит о том, что он может, девочки, совершить одну ошибку. Если вы его разодорите, скажем так, и не дадите, да, тут надо очень хитро поступать в этом случае, потому что и без хитрости этот мужчина может, как говорится, знаете, как бык покрыть другую корову, когда у него глаза налиты кровью. Понимаете? То есть вот эту вот страсть немного надо у него, наверное, все-таки вот эту страсть немного гасить его. э, Превращать это в какие-то долгие отношения, если вы хотите с ним быть. И тут еще такой момент. Все-таки, так как эта семерка выпала, до этого другая огненная вот такая карта выпала, где говорится о том, что, возможно, у вас где-то есть какая-то соперница, конкурентка, да, или его какой-нибудь запасной вариант, к которому он иногда ходит. Вот такие вот дела, мои дорогие. Такой вот третий вариант.
И давайте посмотрим четвертый вариант. Что ему нравится в тебе? Боже мой, девочки, выпала карта дьявола. Что ему в тебе нравится? Да он просто офигевает от тебя, понимаешь? Ты ему настолько, скажем так, голову задурила, он как опьянен тобой, он как в какой-то прострации находится, он прям как ходит по лезвию ножа. Ну, короче, еще посмотрим тут карты. Кто-то его откуда-то не выпускает. Он, девочки, где-то либо находится, знаете, где-то там, где его не выпускают. Замкнутое пространство, и ключи не у него. То есть он не особо решает, где он может находиться. Это раз. Дальше. Это может быть тюрьма. Это может быть армия. Это может быть, я не знаю, все что угодно, вот там, где, знаешь, выйти не можешь, да. И такие вот дела. Дальше десятка огня тут выпала и а, фортуна. Но это вот ты даешь ему какую-то надежду на будущее. Он, как знаешь, вот видит тебя как в своем будущем, куда он хочет прийти, идти, вернуться. То есть он как-то вот дальше в будущее смотрит, чем даже ты, да. Но он думает, что он придет к тебе. То есть он как будто преодолеет, когда его выпустят из этого замкнутого круга, что типа я к тебе приду. И он прям смотрит за этот круг, да. То есть это мужчина, который планирует не просто быть с тобой, да, а именно вот как прийти, как-то при любой возможности, которая у него будет, да, прийти к тебе. Но возможностей у него на самом деле немного. Но если еще рассматривать вот этот 15-й старший аркан, я, девочки, сразу скажу, если кто-то тут загадал сидельца, зэка, да, который сидит, то он цепляется за тебя как за соломинку, что он, когда выйдет, он будет жить у тебя, что ты, ну, что ты его, как говорится, поднимешь. И тут его такие большие надежды. Но, девочки, это может быть такой бродяга, скажем так, да. То есть он перекантуется, а потом дальше вот пойдет бродяжничать. То есть, смотрите, тут я вам, например, сидевшего не советую. Если, например, у вас вот... А почему сидевших я отделяю? Потому что, девочки, там лярвы, там очень много лярв таких опасных, что могут поменять мужчину вашего. То есть не отправляйте никуда деньги, да, и желательно не становиться ждулями. Я тут это сказала, потому что это надо было, девочки, здесь сказать. Если у вас мужчина не относится к вот этим вот сидевшим, а, например, просто где-то что-то рядом с вами, он, да, неважно, даже расстояние тут не важно, насчет ему, что ему нравится в тебе. У него какие-то вот, знаешь, планы есть. Планы, которые больше похожи на надежды-фантазии, как вот вы заживете, да, вот мы заживем и все остальное тролливали. Но у него как будто бы вот он не рассчитывает именно на свои силы, а он как-то рассчитывает на ваши, что вот у вас удача, у вас, возможно, деньги, у вас там жилье или еще, или вы можете многое что вынести. И он, девочки, вот рассчитывает как-то на вас, что вы улучшите его жизнь. Но он совершенно не думает, например, о таком взаимодействии, да, ты мне, я тебе. Он об этом не думает. И он не думает, что он бы мог бы привнести в вашу жизнь в виде материальных благ, либо там еще чего-нибудь, да. То есть то, что от него, он об этом не думает. А он думает о том, как бы было бы хорошо, если бы ты там трали-вали, пятое-десятое делала. Ну, давайте еще посмотрим. Давайте все-таки вернемся именно, что ему нравится в тебе. Что ему нравится в тебе? Что ему нравится в тебе? Что ему нравится в тебе? Ой, девочки, вот он хочет какой-то удачи напитаться от вас. Он много фантазирует, у него какие-то сладкие мечты о том, что тут либо он будет жить у вас, либо, ну вот как будто вот вы какой-то живой источник, с которого он вот наконец-то напьется.
Понимаете? Сказать, что это плохое какое-то желание по отношению к вам, я тоже не могу, да. То есть это какие-то фантазии, мечты мужчины, связанные с вами. Но единственное, меня смущает только то, что я не вижу, чтобы он вам что-то дал. И в этом контексте вот этот 15-й старший аркан дьявола — это еще какая-то проверочка, я бы даже сказала, кармическая проверочка и вас, и его. Тут это 15-й старший аркан выпал сигнификатором сверху, да. То есть я бы все-таки тут какой-то договор бы или договор с ним как-то оговаривала, да. То есть договоритесь с ним, что вы ему, а что он вам, что вы ему, а что он вам. Когда он говорит вам э, вот какие-то вещи, вы анализируете их с того, а что он сделает. Или, например, неплохо бы было бы машину купить, да? И вы думаете: "О, он хочет купить машину". Но вы должны включить сейчас мозг и подумать, а не за ваши ли бабки он хочет эту машину купить? Понимаете? Вот здесь может быть подвох такой, подоплека. Давайте еще посмотрим, что ему нравится в тебе. Маг. Ну, он, девочки, очень на вас ставки ставит. Очень много ставок на вас ставит. А это хороший мужчина для вас? Ну, на самом деле, вот все-таки вот этот старший аркан суда выпал. Это, девочки, смотрите, не совсем такие вот отношения, обычные любовные, да, химические, электрические. Это, девочки, сколько кармический мужчина, который вам дан для какой-то проработки. И, скорее всего, вы будете с ним прорабатывать вот этот договор какой-то, да. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Вот вам надо как-то вот так вот договариваться. Тут нельзя совершенно с этим мужчиной одевать розовые очки. Не одевайте розовые очки и не надейтесь, что он вам много будет давать. Он может вам много дать, если вы договоритесь с ним об этом. Если вы не будете это проговаривать с ним и получать утвердительные ответы, да, он может просто вот по ушам поездить. Это даже в лучшем случае, да. Императрица, маг, но потом 20-й старший аркан суда и повешенной девочки выпало. Он может не совсем закрепиться. Вот как будто вы с него вот так напьетесь, скажем так, вы уже воды, да, как с ключа, с родника какого-то. И вот он хотел на вас напиться, а вы с него напьетесь. И это будет какая-то проработка кармических вот этих отношений. Это вот самое главное, что здесь в этом варианте идет. Нравитесь ли ему? Да, конечно. А кому вы можете не понравиться? Вы вообще смотрите, кем вы выпали. Вы выпали императрицей, девочки. Магом. Женщина, которая может в этой жизни все. Вы можете все, девочки, понимаете? И деньги, и любовь, и чего только вот. Вообще любому мужчине с вами повезет, понимаете? Потому что м, такой вот а, такие вот надежды, я так думаю, не только этот мужчина чаял по отношению к вам. Там были еще другие мужчины. И девочки будут еще мужчины. И тут еще такое может быть, что одновременно с этим мужчиной вы можете, знаете, вот как-то будет другой мужчина к вам, и вы вот как сравнивать будете этого с этим. То есть и это все, девочки, кармическое, да. Самое главное, вот не забывайте, что я вам здесь сказала по этому варианту с мужчиной, какая сейчас проработка идет, да. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Если у него очень много надежд, и со своей стороны он как бы ничего не выполняет, да. Я бы посоветовала вот такой вот обмен энергией, обмен там чем-то материальным благом, да, идти, но ни в коем случае не чтобы он с вас все выжал. Понимаете? Потому что потом вывела эта карта суда и повешена. Это говорит о том, что либо он с вас, либо вы с него. Понимаете? А в другом случае, в нормальных отношениях лучше обо всем договариваться. И, конечно, нам сидельцев, девочки, не советую. Именно в четвертом варианте. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.